Как выбрать светодиодный светильник? Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Самыми экономичными источниками света являются светодиоды. Светильники на основе светодиодов можно разделить на две категории – светодиодные ленты и светодиодные лампы. О том, как выбрать светодиодные лампы для дома и квартиры, рассказывается в этом видео. Место установки светодиодного светильника. Светодиодные светильники для дома могут устанавливаться в разных местах, и от этого зависит, какой именно светильник лучше всего использовать. Комнатное освещение. В качестве основного освещения в люстрах используют светодиодные лампы с соответствующим цоколем. Мощность светодиодных ламп выбирается в соотношении 1:8 в сравнении с лампой накаливания. В небольших помещениях можно установить под потолком только светодиодные ленты. Для коридора или кладовки этого будет достаточно. Местное освещение. Для местного освещения подойдут светодиодные ленты, наклеенные на нижнюю поверхность книжной полки или подвесного шкафа. Можно также использовать светодиодные модули. Недостатком этих устройств является необходимость использовать блоки питания. Если местное освещение сделано с помощью настольной лампы, то в нее устанавливается обычная светодиодная лампа мощностью 3,5 Вт. Лучше использовать матовые светодиодные лампы, чтобы отдельные светодиоды не слепили глаза. Для местного освещения можно также применить точечные светильники или светодиодные ленты, наклеенные по периметру комнаты. Дежурное освещение. Дежурное освещение выполняется обычными светодиодными лампами, точечными светильниками или светодиодной лентой. Ленту можно наклеить возле плинтусов или в нижней части шкафа. Эту подсветку можно сочетать с датчиками движения. В этом случае свет будет включаться при появлении человека в помещении. Уличное освещение. Для освещения небольших участков, например, крыльца или входной двери, используют герметичные светильники и обычные лампы с цоколем Е27. При использовании светодиодных ламп в качестве уличного освещения целесообразно применять самые яркие светодиодные лампы. Они выпускаются любой мощности, имеют герметичное исполнение и в них установлены 1-3 светодиода большой мощности. Запитаны эти светодиоды через встроенный блок питания. В случае выхода из строя этого светильника он заменяется полностью, в отличие от люстры в комнате или уличного светильника малой мощности. Выбор светодиодной лампы. Светодиодные лампы при работе почти не греются, поэтому точечные светильники на их основе используют в натяжных потолках, которые не допускают нагрева более 60 градусов. Однако светодиоды при перегреве быстро выходят из строя, поэтому их нельзя устанавливать в саунах, а также над электроплитой над конфорками. Светодиоды в лампах могут устанавливаться для свечения в разные стороны или в одной плоскости для направленного света. Такие лампы используют в точечных светильниках. Они обеспечивают хорошее местное освещение, а благодаря малым габаритам точечные светильники с наружным расположением лампы отличаются небольшой высотой. Установка точечных светильников со светодиодными лампами не отличается от установки обычных с лампами накаливания. Для плавной регулировки освещенности используется диммер, однако не все светодиодные лампы будут с ними работать. Лампы, которые можно подключать к диммеру, обозначаются специальным значком на упаковке. Выбор мощности и цветовой температуры. Светодиодные светильники по силе света эквивалентны лампам накаливания в соотношении 1:8. Это значит, что вместо лампы накаливания мощностью 100 Вт можно взять светодиодную лампу всего лишь 12 Вт. Так же, как и энергосберегающие лампы, светодиодные отличаются по цветовой температуре. От 2700 теплый белый цвет до 6800 холодный белый. Какая нужна температура, зависит от ваших предпочтений. Есть также лампы других цветов, от красного до фиолетового. Они используются в декоративных целях. Устройство светодиодной лампы. Светодиодные лампы имеют габариты такие же, как и у лампы накаливания. В корпусе находится управляющая схема и светодиоды, количество которых зависит от мощности лампы. Может быть отражатель, рассеиватель из матового стекла и обязательно цоколь, такой же, как у лампы накаливания. Светодиоды используются серии SMD, такие же, как и в светодиодной ленте. Внутри обязательно стоит радиатор. Во время работы светодиоды греются и без радиатора быстро перегорают. Ремонт светодиодной лампы. В
светодиодной лампе может выйти из строя блок питания или сгореть один из светодиодов. Для проверки блока питания необходимо разобрать лампу, с помощью патрона с кусками проводов подключить ее и мультиметром проверить напряжение на выходе. Должно быть 220 вольт. Если напряжение отсутствует, то блок неисправен. Ремонт заключается в замене неисправных деталей. Осторожно, при проверке на плате присутствует высокое напряжение. Если блок исправен, а лампа не горит, то сгорел один из светодиодов. Для его поиска все светодиоды поочередно прозванивает мультиметром, включенным на проверку сопротивлений. Исправные светодиоды при правильном приложении щупов прибора начинают слабо светиться. Неисправный светодиод меняют на такой же, снятый с другой неисправной лампы, светодиодной ленты или купленной отдельно. Сгоревший можно просто закоротить, но это приведет к уменьшению светимости лампы. Применение светодиодных светильников поможет уменьшить расходы на электроэнергию и сделать освещение более комфортным. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.